Пораженные бациллой толерантности европейские СМИ вновь показывают нам чудеса альтернативной одаренности. Не найдя к чему придраться на идущем чемпионате мира, они начали раскручивать расизм в сборной России. Российская футбольная команда не отличается своим этническим разнообразием, гласит подпись под снимком, который разместила на минувшей неделе совестливое радио «Свободная Европа». В материале, идущем в комплекте с этим снимком, автор тоже всячески подчеркивает, насколько нетолерантна Россия к людям с другим цветом кожи. Даже если отбросить тот факт, что снимок старый и состав нашей сборной сейчас не такой, упоротость этих типа цивилизованных людей все равно поражает. Знаете же, у нас многонациональная страна. В сборной играет осетин Дзагоев, татарин Кузяев. Также есть и другие национальности, вплоть до этнического немца Романа Нойштеттера, не попавшего на чемпионат из-за травмы, и натурализовавшегося бразильцем Маринату Гильерме, который чешет по-русски уже почти без акцента. Ну и не забывайте про другого русского бразильца Марио Фернандеса. Но с Запада все равно раздается вот это кукареканье. Национальная сборная России по футболу является самой националистической сборной на чемпионате мира. Как так? Говорят, что в России многонациональное государство, но на фотке одни белые. Считаю, что наши СМИ совершенно зря обходят стороной эту тему. Надо было начинать еще до начала чемпионата мира, но не поздно исправиться и сейчас. Как с Запада гонят про националистическую сборную, так нашим журналистам необходимо при описании европейских команд обязательно упоминать про историю стран, из которых эти команды явились. Ну, например, сегодня играет Франция. Не удивляйтесь ее составу. В колониальную эпоху она оккупировала множество стран Африки, населенных неграми, а также аннексировала Алжир. По этой причине в сборной страны трудно увидеть лица коренных французов, поскольку оказалось, что негры и арабы с французскими паспортами играют в футбол гораздо лучше. А это сборная Швейцарии. Как в минувшие века соседние страны набирали к себе швейцарских ландскнехтов, до сих пор охраняющих Папу Римского, так теперь сами швейцарцы набирают ландскнехтов албанских из аннексированного натовцами у Сербии края Косово. Ну и так далее. Поводов хватает. А то мы молчим в силу широты русской души, а европейцы, как видите, не молчат. Но мы, по крайней мере, в курсе, что наша страна не завозила к себе кораблями рабов из Африки, и потому в ней представители негроидной расы живут лишь в единичных случаях. А вот просвещенные англосаксы даже не знают, что национальность называется татарин, а не тартар. Это соус такой, тартар. Только человек с интеллектом бабуина может писать. Исключительно белокожий состав сборной России по футболу – это нацизм. Да нет, господа нехорошие. Нацизм – это когда вы заковывали негров в цепи и травили китайцев опиумом. А когда в самой северной мировой державе живут люди с белым цветом кожи, это потому что климат у нас такой. И даже бразильцы к нам едут белые. Другим зиму очень тяжело переносить. А мы всей своей многонациональной страной любим нашу многонациональную сборную, такой, какая она есть. Победы вам, мужики!